Это Nano Cortex, и сегодня с помощью этой замечательной педальки я буду записывать мини-демку, как обычно. И цель этого видео узнать, насколько хорошо справляется этот малыш с функциями записи. Его очень много пиарили зарубежные блогеры, как устройство, которое очень хорошо будет справляться с записью гитары. Вообще, в принципе, как мобильное устройство для записи. Подойдет оно или не подойдет. Сегодня этот вопрос раскроем, посмотрим поближе. Попробуем записать гитарную демку. Подключение у него осуществляется с помощью USB-C. Также я обязательно подключу питание. Сюда же подключу выход в мониторы и воткну гитару. Все достаточно просто. Погнали! Все, что вы услышите, записано на Nano Cortex. И впоследствии я постараюсь не использовать никакие сторонние плагины. Для записи я включил две дорожки, одна из них с чистым сигналом, вторая уже с обработанным сигналом. Но впоследствии я смогу сделать реампинг, то есть подстроить звук гитары с помощью процессора, не отходя от кассы, так скажем. Шумело. Захотелось сделать мне что-то похожее на J-Rock. Назовем это так. Какой-то сельский J-Rock. Вот так. Сельский, потому что вот я сижу и не то чтобы я сильно шарю за какой-то J-Rock и всякие аниме-опенинги, но послушиваю иногда, посмотрим, что из этого получится. Темп я хочу сделать, не быстрый, но и не медленный. Звук гитары я уже подобрал. По-моему, самая главная фишка J-Rock гитары – это сингловый звукосниматель. У меня вот на этой гитаре такого нет, но, слава богу, есть отсечка. Я ее раз сюда включаю и получаю вот такой звук. Много верхов, чуть-чуть овердрайва, не сильно мало и не сильно много. Соблюдаем середину, слушаем ушками. Давайте уже попробуем что-нибудь записать. Выбрал я тональность ре мажор или си минор, параллельные тональности. Мне они нравятся, они хорошо подходят для электрогитары. Сейчас мы попробуем что-то здесь сотворить. Попробуем. Пусть такое вот интро будет. Не знаю. Получается неровно. Нужно, чтобы было ровно. Раз, два, три, чек. Отстой. Это какой-то отстой. Па-бам-бам, па-бам-бам. Слишком большая пауза. Да. Давайте оттолкнемся от этого. Как быть? Пойдет. Прикольно, по-моему, получается. Можно будет впоследствии добавить еще разных гитар. Сейчас мы этим и займемся. Так получилось, что изначально не получилось. И пришлось придумывать риф на бас-гитаре. А потом пошло все немножко в другую сторону. Но как будто бы это все равно сработало. Интересно. Вот. Что-то такое. Да, надо только порепетировать немножко. Та-да-да-та-да. Здесь тоже вроде бы неплохо. Угу. Двигаемся дальше. Накидываем еще больше гитар.
Можно добавить какой-то вот такой перкуссионный саунд. Угу. Вака-вака. Вака-вака. Чака-чака. Интересно, я промахнулся? Да, хочу. Сюда это хочется. Да, только надо перезаписать. Неплохо. В конце только нужно еще одну гитару, конечно же. Добавим еще одну гитару. Чтобы не было в конце вот этой пустоты, нужно какую-то простую фразу в пентатонике сделать. Что-то такое. Может, это бас, может, бас будет это делать, может быть, не бас, но пока накинем на гитаре, когда придет время бас-гитары, тогда уже что-то придумаем. Что-то вот такое. Прикольно звучит. Остается это выгрести в таком темпе. А можно и не париться, можно просто замедлить немножко саму дорожку, немножко замедлить дорожку и записать чуть-чуть помедленнее, а потом ускорить. А кто нас осудит? Мы же можем тогда себе позволить. Даёт. По-моему, этот тейк был самый удачный. Ну, вроде неплохо. А если упороться и сделать к этому гармонию? Просто перемещаясь в другой бокс, пентатоники, и играю тот же самый лик. Прикольно. Звучит весьма па-па-па-па-па-па. Я забыл, что играть надо-то. Что играть-то? Где? Какая тональность? Куда? Куда нажимать? Что я нажимал? Угу. Здравствуйте. Это я. Все. Готово. Сразу после этого интро я вставлю кусочек барабанов с такой продолжительной гармонией. Не обычные 4 аккорда, а чуть-чуть побольше. Я неспроста взял си минор, потому что там можно использовать вот эти звенящие такие звуки в тональности си минор. Получаются из-за того, что я использую открытые струны, и вполне себе хорошо они заходят. Давайте попробуем что-то накидать уже. Не нужно, наверное, здесь использовать басовые струны, слишком бубнит. Раз, два, три, четыре. Первые 3 части вроде понятны. Вот последняя аккордовая последовательность мне не очень нравится. Давайте посмотрим. Да. Что-то здесь не то явно. Хорошо было бы здесь разместить восходящее движение с ноты ми. Что-то вот такое, но только сейчас надо это сообразить не басовыми нотами, а именно аккордами. А это получается у нас ми. Ой, это не ми. Это ми. Здесь у нас фа диез, соль и ля. Что получаем? Ми минор. Затем у нас идет раз фа диез аккорд, раз фа диез нота, то это аккорд ре с басом фа диез. Затем аккорд G, затем аккорд G и, соответственно, ля. И что нам это дает? Возможно, силу Земли. Попробуем ее использовать. Получается такая вот хрень.
О, по-моему, даже лучше вышло. Конечно, я чувствую уже, что мы немножечко не совсем в рамках джей-рока, но ничего страшного, меня это вообще не беспокоит. Двигаемся дальше. Я сейчас попробую чуть-чуть получше записать гитару. Попробовал. Нет, это не мое. Как я здесь сыграл? Примерно вот так. В целом общая картина понятна. На новую часть нужно записать теперь какое-то соло. Естественно, соло будет в пентатонике. Достаточно простое, но при этом энергичное, потому что сама песня быстрая. Хочется какого-то движения здесь. При этом нужно какой-то вайб поймать такой джей-роковый. При отсутствии идей либо опыта в написании каких-то характерных аранжировок, которые мне захотелось сделать, я иногда вдохновляюсь. Я думаю, любой творческий человек чем-то вдохновляется. Но нужно вдохновляться не один в один, а использовать какой-то прием. К примеру, я послушал одну песенку, и мне очень понравился прием, когда используется дилей. И сейчас я попытаюсь этот прием сымитировать и использовать в своей песне, но не один в один, а именно просто прием с использованием дилея. Но нужно его настроить на вот этой педали. Как я уже говорил, использовать настройки, все настройки, эффекты и прочие вещи я буду только с помощью педальки. Никаких сторонних плагинов пока что. И здесь первые подводные камни вот этого нанокортекса. В том, что я никак не смогу настраивать это устройство с помощью программы на компьютере. Ее просто нет. Есть программа, она называется Cortex Control, но здесь только для квад-кортекса, то есть для старшего брата, который в 3, а то и в 4 раза дороже стоит вот этого девайса. А что мы теперь, раз мы немножко сэкономили, мы недостойны программы? Я вот этого не понимаю. К примеру, возьмем другого производителя, Line 6. У них тоже есть малогабаритный формат, это HX Stomp, и есть большой HX, и для обоих есть интерфейс очень схожий. Почему нельзя было разработать или бы как-то поменять немного интерфейс для нанокортекса? Я не понимаю, почему этого не было реализовано. А также сколько было пиара у нанокортекса в сторону того, что это такой переносной маленький девайс, который ты взял с собой и включаешь его везде и записываешься спокойно. Так тебе нужен телефон для того, чтобы спокойно записываться. Я, может быть, чтобы меня никто не беспокоил, убираю телефон или выключаю. А у меня теперь телефон, чтобы... в общем, бомбело жесткое. То есть, слава богу, этот нанокортекс я не купил. Мне его дали на тест, поэтому я не сильно бомблю. Но было огромное желание его прикупить, как только он появился на рынке. Ладно, это все лирика, ближе к делу. Твою-то мать, я опять ничего не записывал. Я, к сожалению, забыл включить запись экрана, но... Что поделать, теперь запись экрана есть. И вот таким образом выглядит мой проект в Reaper. Вот эта тоненькая нить – это чистый сигнал, а здесь, соответственно, обработанный с помощью нанокортекса. Я пока что продолжаю пытаться добиться истины какой-то от этого девайса. Да. По-моему, что-то прикольное получается. Но это я, естественно, тоже сейчас что-нибудь покручу, переделаю. Вот примерно вот такой я хотел эффект получить. Только чуть-чуть побольше фидбэка. Очень странно, не могу, не получается.
Надо срочно записать. Надо срочно записать. Какой-то не J-Rock, но мне очень нравится. Наверное, сюда можно тоже какую-то либо гармонию придумать. Сейчас послушаем, как это будет, если там будут иметься октавы. Не, фигня, не надо. А что нужно сюда еще? Да как будто все. Как будто есть гитара, ритм, есть гитара соло, не хватает гитары бас. И бас-гитару я тоже буду записывать с помощью вот этого Neural Cortex. Попробуем записать бас-гитару. Считается ли плюсом нанокортекса то, что в нем есть тюнер? Как будто бы нет, потому что, по-моему, это база. Но мы знаем, что даже такой базы у некоторых процессоров нет. К примеру, у меня в обзоре был ранее танк от китайцев за 3000 рублей. Обзор, кстати, можете глянуть. Вполне себе годный девайс, особенно за 3000. Но в нем вот не было, например, тюнера. А здесь вот такой красивенький тюнер. Ну и осталось найти подходящий пресет для бас-гитары. Настроек-то на самом деле не очень-то уж сильно и много для того, чтобы комфортно управлять. Но звук мне нравится. Пойдет, по-моему, для вот такого стиля. Разумеется, я буду использовать как можно больше бас-гитары, потому что это J-Rock, и обилие бас-гитарных всяких приколюх там присутствует. Вот эту штуку надо обязательно внедрить. По-моему, неплохо получилось. Следующая часть. Здесь получается у меня такой шагающий бас в стиле диско. Поехали, значит, записываем все медиатором. Здесь нужно что-то такое оригинальное придумать в этом переходе. Какой ужасный звук, просто кошмар. И звук ужасный, и исполнение тоже просто фу. Все, упрощаем, не нужно строить из себя сверхбасиста. Делаем проще, но хорошо. Все не то и все не так. Более-менее записалась бас-гитара. Едем дальше. Барабаны. Вот это поворот! Как обычно, я использую для своих быстрых вот таких аранжировок Easy Drummer, потому что это easy, это легко настроить. Я захожу в браузер, и вот у меня здесь дофигища всяких разных пресетов. 2000 years later. Это все дело нужно, конечно, хорошенечко подмастерить, подсвести, отстроить по балансу звук и прочие вещи. Разумеется, для этого мне понадобятся наушники. И, слава богу, я могу эти наушники подключить на Cortex и послушать, как это будет там. И наушники в Cortex вставляются вот такие малюсенькие, как мы любим. И вот, закончив со всеми манипуляциями, немножко поковыряв барабаны, получаю вот такой готовый микс. Если вам понравилось это видео, ставьте обязательно палец вверх, нажимайте колокольчик, подписывайтесь.
Если у вас есть какие-то вопросы относительно устройства Nano-Cortex, как его использовать, обязательно пишите. Далее я планирую еще снять несколько видео с ним, в котором буду рассказывать про сами эффекты, потому что я пока еще, если честно, не совсем хорошо с ним разобрался. Еще требуется время для того, чтобы освоить до конца, либо хотя бы частично понять, насколько оно вообще пригодное, это устройство. Ну, а на сегодня все. Всем большое спасибо, что посмотрели. До новых встреч. Пока. Какое у меня впечатление осталось после работы с Nano-Cortex? Использовать это устройство на постоянке для записи, ну, как будто бы не очень удобно. Сейчас намного эффективнее использовать разные плагины, и они звучат намного лучше. Плюс к тому же огромный минус в том, что я не могу настраивать этот девайс с помощью компа. Только вот либо в телефоне, либо вручную накручивать там эти звуки. Ну, это же супер неудобно. Ну, блин, ну зачем? Зачем так делать? Я буду прекрасно использовать ваши плагины, ваши имеется в виду Nano-Cortex, либо любые другие. Также я смогу накинуть какой-то ревер, который мне больше всего нравится. Не такой, как здесь. И дилей, и со всеми другими эффектами то же самое. Но в здравом уме какой человек будет использовать это устройство для записи? По-моему, оно не для этого создано. Но все-таки это можно делать. И наверняка есть люди, которые это будут делать и только на нем, потому что здесь есть отличная функция захвата. То есть вот именно в чем фишка всех вот этих вот кортексов в передаче звучания определенных устройств. Но в целом я пока еще изучаю этот девайс и какое-то общее мнение свое составить о нем не могу.